Всем привет! Прошло уже почти 2 месяца с начала 13 сезона, а я до сих пор не обозрел итоги 12. Но лучше поздно, чем никогда, так что в этом видео вернемся в начало лета и посмотрим, как отечественные гильдии отыграли в весеннем сезоне. Ну и заодно посмотрим, что из себя представляет последний появившийся в игре Battle Mount Juggernaut. На этот раз в первой тройке не оказалось ни одной ру-гильдии, и все призовые места забрали англоязычные коллективы. Хочется отметить первое место санов. Это одна из старейших гильдий в игре, и они впервые заняли первое место по итогам сезона. А лучшими в ру-сегменте на этот раз стали Hammer and Cycle. 3 сезона до этого они не попадали даже в Хрустальную лигу, но как видим есть еще порох в пороховницах и ягода в ягодицах. Хаммера смогли обойти своего извечного соперника Black Order, став лучшими в рукоме, заняв 4 место в общем зачете и всего на 2 позиции обойдя БО, которые в этот раз стали вторыми среди ру-гильдий и 6-ми в общем зачете. И это, как ни странно, худший результат для БО с момента основания, что на мой взгляд весьма забавно. Результат, до которого большинство гильдий никогда не дотянется, является для БО худшим за все время. Как и в 11 сезоне, в Diamond вошли 2 ру-язычных объединения. И снова это 20% от общего количества гильдий, вошедших в Diamond. 3 место в рукоме и 16 в общем зачете занимает молодая гильдия Hammerfall. Гильдия участвует во втором для себя сезоне и становится лучшей ру-гильдией в Золотой лиге. 4 в рукоме и 25 в общем зачете Blaze. Это наивысшее достижение в сезоне для блейзов за все время участия в сезонах. А участвовали они во всех, так что гильдия показала свой максимум и второй раз в истории попала в золото. На 5 месте в нашем топе и на 30-м в общем зачете оказались Hannibal. И это в очередной раз крупнейшее достижение для гильдии. Ребята ровно в 2 раза улучшили предыдущий лучший результат 10 сезона и впервые вошли в Золотую лигу. 6 в рукоме и 33 в мировом топе Toxic Squad. 3 сезон для гильдии и первое золото. Ребята показывают очень стабильный прогресс, и было бы красиво увидеть эту гильдию в Даймонде по итогам 13-го. 7 и 45 место занимают Grimside. Довольно молодая, но при этом сильная и стабильная гильдия. Это ее второе золото, учитывая, что гильдия участвовала всего в 3 сезонах. Замыкает список ру-гильдий в золоте Rightness на 46 месте в общем зачете и 8 в ру-сегменте. Совершенно новая гильдия, сразу показавшая великолепный старт. И переходим к гильдиям, взявшим серебро. Первые в данной лиге и 9 среди ру-гильдий это Vindicta Orta. Вновь молодая гильдия, всего 2 сезон и первые в серебре среди ру-гильдий. Это прекрасный результат. На 10 месте в рукоме и на 67-м в общем зачете The Bandits Clan. Примечательно, что бандиты 2 сезон подряд становятся 10-ми в ру-сегменте. Но при этом 67 место в общем зачете говорит о том, что в целом уровень русскоговорящих коллективов очень серьезно вырос. Кроме того, в сотню лучших гильдий Альбиона вошли Russian Guild 72-е, Login Horizon 73-е, Real Beers 85-е и Nordic Tribe 94-е. Для последних 3 гильдий это лучшие результаты в сезонах. Кроме того, у меня есть инсайт, что нордики в этом сезоне нацелены минимум на золото и на данный момент идут в 30-ке лучших гильдий. Ссылка на их дискорд в описании. Далее я просто перечислю гильдии, попавшие в Серебряную лигу во 2-ю и 3-ю сотню, а значит бывшие живыми в 12 сезоне. И это Dunmet, Army Beers, War Gods, White Order, Mushroom Overdose, Hand of Bless, Gachi Bank, Взвод, etc., Unforgiven, Pantheon of Kings, The Dreams, Silver Dragon, Albion Choppers, на секундочку это один из самых влиятельных ру-кланов Альбиона, Unholy, WeCraft, Harvest Time, XXI Beg. Как мы видим, по итогам 12 сезона ру-гильдии добились весьма ощутимого прогресса в Лиге Середнячков. Если в прошлом сезоне золото взяли всего 3 гильдии, то в этом их количество увеличилось до 6, а это рост в 2 раза. Количество гильдий в серебре ощутимо уменьшилось, но качество их, как мне кажется, увеличилось, так как в среднем место, занимаемое гильдиями, повысилось. Ну и 2 гильдии в Даймонде это тоже хороший результат. Осталось чуть больше месяца до конца 13 сезона, и его итоги я подведу вовремя.
И там посмотрим, сохранится ли позитивная тенденция на усиление средних РУ гильдий. А теперь рассмотрим Джаггернаута. Это стойкий голем, превосходно проявляющий себя в крупномасштабных сражениях, прорывая вражеские ряды. Внешний вид, на мой взгляд, в этот раз немного лучше, особенно в сравнении с Бастионом. При создании Джаггера явно постарались и создали весьма проработанную модельку с органично вписанными гильдейскими элементами, наличием мелких деталей и с прекрасными анимациями. Особенно мне нравится переход с обычного бега на галоп. Это просто великолепная работа в сравнении с Бастионом. Ну а если сравнивать с остальными батлами по внешнему виду, то это в общем-то обычный середнячок, не ужас, но и ничего выдающегося. Еще мне очень понравилась обшивка внутри кабины. Перейдем к характеристикам и боевым умениям. По характеристикам это самый толстый сезонный батлмаунт. У него на 400 единиц хп больше, чем у Жука и Бегемота. Максимальное сопротивление к физическому и магическому урону в 415 единиц, а также один из самых больших резистов к контролю 263 единицы, на уровне самых танковых Жука и Бегемота. При этом Джаггернаут довольно мобилен и имеет бонус к скорости перемещения и галопу 10%, тем самым выигрывая в скорости у тех же Жука и Бегемота, но проигрывая Каньеду, Орлу и Бастиону. Активные скиллы представлены стандартным галопом, увеличивающим скорость передвижения на 120%, забиваемым любым уроном и накидывающим на вас Silence во время использования и в течение 4 секунд после деактивации. Боевые умения стандартно представлены 3 скиллами. На Q сотрясение. Голем наносит удар по земле в радиусе 5,5 метров. Область удара имеет 5 метров. Внутри нее все игроки получают 79 единиц физ урона, а также получают один элементальный заряд, который снижает сопротивление урону на 11 единиц в течение 14 секунд. Заряды могут стакаться 2 раза. Кастуется по описанию мгновенно, хотя анимация применения, как мне кажется, длится в районе секунды. Кулдаун 5 секунд. Умение на W – обвал. Голем совершает рывок максимум на 18 метров, при движении замедляя всех врагов, оказавшихся на пути на 15% в течение 2,5 секунд, поглощая при этом элементальные заряды. В конце рывка умение наносит 131 единицу физического урона в радиусе 5,5 метров на 4 метра перед местом назначения. Странное описание, и чтобы понять, как именно и по какой площади наносится урон, нужно протестировать данное умение. В любом случае, ясно, что урон прилетает в финальной точке рывка. Кроме того, если во время движения Джаггер поглотит 2 элементальных заряда, то он подбросит всех врагов в области действия заклинания в воздух на 1 секунду. Применяется 0,7 секунды, перезаряжается 25 секунд. Ну и ульта на Е, пылевой вихрь. Вы создаете вокруг себя вихрь радиусом 8,5 метров на протяжении 2,4 секунды. Прервать поддерживание заклинания невозможно. При этом умение поглощает все элементальные заряды со всех противников в радиусе 15 метров. В зависимости от количества поглощенных элементальных зарядов, умение замедляет противников на 15, 30, 45, 60, либо 75%. Если батл поглотил больше 6 зарядов, вихрь притягивает врагов к эпицентру, а также несколько раз снимает с них все бафы. Плюс ко всему контролю, умение наносит 92 единицы физурона каждые 0,3 секунды. В общем, нужно зайти в толпу врагов, сделать пару сотрясений, и тогда вихрь сработает как мега-камлан. Сотворение 0,8 секунды, восстановление 35 секунд. Несмотря на не очень понятное описание умений, ясно одно – данный батл будет полезен, и в некоторых видео крупных замесов на YouTube джаггернауты мелькают. Но по всей видимости метой, как в свое время жуки, они не стали и не станут. А в small scale и небольших замесах так и вовсе джаггеры абсолютно бесполезны из-за медленного сотворения заклинаний. В больших же сражениях, как я уже говорил, они могут быть полезны, но полезность их весьма ограничена. На этом игровая часть видео закончена, скажу пару слов о контенте на канале. Я разделался с неожиданно появившейся работой и теперь постепенно буду входить в рабочий ритм на YouTube. За период моего отсутствия накопилось немало идей, так что постепенно начну их реализовывать. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, дизлайк и пишите что-нибудь в комментариях. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч. Топой ФД. Сюда, по пингу. Правил контроль. Брал стяжку, залить спасически. На ешку. Сюда, по пингу. Доливаем. Нас почистите. Льем. Не отпускаем, доливаем их.
Не отпустить, не отпустить. До конца их, до конца. Время еще есть. Идем дальше, идем дальше, идем дальше. До конца их поймать. Ходите по этому чему.